Задание 16.1. Применим камину текстуру. Для этого выберем более-менее подходящую фотографию, в данном случае 0,9, и применим ее к камину. Если мы применим, то, как вы видите, она не отображается в окне. А если щелкнем на рендеринге, то откроется окно, в котором будет предупреждение, говорящее о том, что нужно к камину применить модификатор UV-Map для корректного отображения текстуры. Поэтому мы сейчас это и сделаем. Открываем список модификаторов и в самом низу ищем модификатор UV-Map. Если мы применили, то видите, текстура тут же отображается более-менее. И здесь я указал параметры настройки модификатора Box. Если сделать, например, другие, то видите, текстура будет выглядеть не так, как нам надо. Box больше всего подходит. Здесь можно настроить длину, ширину этого бокса. И сам контейнер можно двигать еще, если щелкнуть на плюсики в UV-Map, открывается гизма. Гизма — это и есть сам контейнер, который можно перемещать и смещать текстуру куда нам надо. Дальше откроем материалы и скопируем наш материал, выбрав пипетку, щелкнув на объекте. Дальше сделаем кратность больше у текстуры. Щелкаем на букву М, попадаем внутрь текстуры. Здесь установим плотность текстуры, давайте побольше, чтобы кирпичи стали меньше. Около 3 попробуем ввести. Текстура уплотнилась. Теперь настроим общие параметры, например, чтобы лицевая часть как-то уже было определенно нас устраивала. Это возьмем гизма, увеличим, попробуем подобрать. Поднимем чуть-чуть вверх, чтобы швы были на месте. И здесь подберем. Если что-то не подходит, можно растянуть по какой-то плоскости. Ну вот, более-менее подобрали. Это выглядит так, но все равно, видите, проблема здесь есть. Здесь нужно менять конструкцию камина, чтобы точно наложить текстуру. Дальше давайте попробуем наложить, откорректировать текстуру в другой плоскости. В данном случае сверху, либо сбоку. Далее, как вы видите, текстура ложится не везде равномерно. Вот на вот этой плоскости боковой она лежит совершенно не в той плоскости и не с той кратностью. Давайте откорректируем именно на этой плоскости. С этой стороны и с этой стороны придется вам изменять. Плюс вот здесь вот видите кирпич толщины не той, которой надо. Для этого нам подойдет модификатор Mesh Select. Он позволяет налаживать текстуру на выделенные поверхности. Выбираем уровень полигонов и щелкаем на проблемные поверхности. Через Ctrl суммируем выделение. Теперь к этой поверхности применим поверх модификатор UV-Map, не снимая желтого выделения. Он находится у нас здесь в самом низу. Вот. И дальше нужно подобрать, по какому принципу он будет ложиться. В данном случае по плоскости. Плоскость надо будет повернуть, наверное, под углом. Дальше зададим длину и ширину этой плоскости побольше, не 32, а около 200, наверное. То картина, видите, меняется. Дальше зайдем в раздел внутрь UV-Map гизма и настроим, где по Z нам не подходит, по Y.
все эти швы должны быть чуть шире. Значит, подбираем здесь. Плюс длину. Ну, вот более-менее. Подобрали. Снимки это выглядит таким образом. Теперь то же самое сделаем для другой стороны. Сюда эту плоскость. Для этого мы ничего не удаляем. То, что сделали все эти объекты, модификаторы, они только для старых поверхностей. То есть к этой плоскости мы применяем все то же самое, как будто этого списка вообще нет. И сейчас мы применяем модификатор Mesh Select, ищем в списке. Можно скопировать старый модификатор, выделив правой клавишей Copy, и скопировать поверх верхнего UV Map. Только выбрать другую плоскость. Чтобы удобнее выделять, можно перейти в каркасный режим, нажав клавишу F3. Так заметнее. И нажимая клавишу F2, можно переключать, видите, режим заливки и не заливки. Просто в таком варианте мы незаметно, что выделили, а клавиша F2 нам помогает. Нажмем ее и выделим еще одну плоскость. Теперь применим модификатор UV Mapping. Можно скопировать обратно же старый модификатор. Поверх нового. А дальше настроить плоскость. Здесь его, видите, надо поднять немного вверх. Жмем клавишу F2. Здесь темновато. Ну вот, приблизительно подобрали. Да, чуть выше. Ну вот так это выглядит. Все равно, конечно, есть проблема. Но если приложить определенное время, все это можно исправить. В идеальном варианте должны быть текстуры на разные плоскости отдельные. Попробуйте.